Всем привет, с вами Дэн, и сегодня очень редкие часы, вокруг которых, знаете, как правило, на форумах много разных догадок, тайн, пытаются все чего-нибудь свое придумать. И сегодня я расскажу про Восток Desert Shield. Эти часы продавались в США и были сделаны для американской компании. Причем сегодня у меня именно первая серия, экспортный вариант, и, ну, естественно, как и следовало ожидать, вокруг таких часов, у которых на циферблате американский флаг, конечно же, очень много историй. Некоторые даже считают, ну и пишут, что именно эта серия якобы была заказана Пентагоном. Но факт состоит в том, что эти часы действительно продавались в США. И, кстати говоря, вот, например, в музее в Чистополе на заводе «Восток» как раз и написано, что эти хронометры были наградой победителям и поступили на вооружение армии США. Насколько я все-таки изучил и нашел различные источники информации, все-таки они не поступали на вооружение армии США и вроде бы не были, ну, точнее, они как бы изначально предназначались как награда победителям, но вроде бы они солдатам и солдатам их не дарили. Ну, давайте, собственно, по порядку, да. Собственно, что здесь удивительного, да, это советские, хотя и понятно, что позднесоветские, уже при Горбачеве, уже 90-й, да, 91 год, часы с американским флагом, это тогда все равно реально просто шокировало. К тому же Ирак в то время был союзником СССР, и СССР был против войны в заливе. На самом деле, как обстояла ситуация с этими часами? Был такой американский бизнесмен Брюс Эриксон, который решил экспортировать советские часы в США, основал для этой цели компанию Timepiece Russian Watches и заключил сделку с Владиславом Цивилиным, в то время который был директором завода «Восток» в Чистополе. И контракт был заключен на поставку 10 тысяч часов. Часы были посвящены известному событию, операции Desert Shield, щит пустыни. Это была часть, как бы часть войны в Персидском заливе 1990-1991 годов. На циферблате модели, циферблат был разработан американцами, здесь флаг США изображен и герб Саудовской Аравии. Это два перекрещенных меча и пальмовое дерево финикс. Потом, в общем-то, было решено увеличить объем производства до 40 тысяч часов. И известно, что точно, достоверно известно, потому что есть фотографии, Джордж Буш старший и Джон Керри получили такие часы в качестве подарка. Однако неизвестно, выдавали ли им эти часы как вот некий подарок или награду американским солдатам. Так, что-то я думаю, надо их подзавести. Так вот, первые часы были произведены в середине 1990 года. Продажи стартовали в ноябре 1990 года. Стоили они тогда $149 в розницу и $99 для военных. В нынешних деньгах это что-то типа 300, может быть, чуть больше $300. У часов первого выпуска был логотип «Восток». Давайте сейчас, кстати, я этот ремешочек сниму. Этот ремешочек, естественно, не от часов шел. Это я уже подобрал что-нибудь 18 миллиметров специально для этих достаточно тонких ушек. Ну и давайте смотреть, что у нас здесь есть. Серия 1, да? Указано, что это «Восток». 21 камень, 200 метров, СССР. Здесь, я так понимаю, храм Василия Блаженного или что-нибудь подобного. Самоподзавод, автоподзавод, точнее, да, номер часов, стальной корпус. Это вот то, что указано на задней крышке первой серии, первого выпуска. И указание, что часы сделаны в Советском Союзе. И тут у нас тоже операция, как раз вот тот самый щит пустыни. Корпус амфибия 420. Механизм внутри стоит «Восток» 2416Б. На поздних версиях еще появилась надпись, они убрали уже, что это «Восток», видимо, из каких-то там налоговых соображений или соображений патента. Не знаю, в общем, по какой причине. В общем, на поздних версиях, на втором перевыпуске уже было написано
Времир, видимо, время мир, да, по-английски. И это была уже торговая марка Timepiece Russian Watches. Ну и второй выпуск уже отличался от первого, там не было, например, того самого указания, что это Восток. Дальше уже разнообразные версии этих часов появлялись. Junior Desert Shield вышел, Desert Storm вышел, Буря в пустыне в 1991 году. Они были в корпусе 34 мм, то есть меньше, чем эти часы. Ну и в настоящее время, конечно же, огромное количество котлет, подделок, типа там из запасов старых, да, на самом деле с новыми циферблатами, но это касается не только этой модели, а огромного числа моделей, которые продаются, вот советские часы сейчас на рынке. Плюс было, кстати говоря, по этой модели много перевыпусков, включая выпуск Миронома, который вышел в 2019 году. Ну, понятное дело, что наиболее интересные модели в первозданном виде и там, первый, да, второй выпуск, они более интересны, более историчны. Давайте, кстати, уж измерим, потому что мы про Baby говорили, да, здесь эти часы 40 мм примерно, ну и с учетом купольного стекла, 13,6 стекло, здесь плексиглаз, разумеется, и 18 мм по ремешочку. Поэтому вот мой ремешочек здесь, кстати, вот этот вот натовский, ну, вполне себе подходит к этой модельке очень даже неплохо. Ну, классические востоковские стрелки, разумеется. Читаемость здесь достаточно неплохая, потому что крупные арабские цифры. Но, правда, центр циферблата перегружен. Опять же, в стилистике многих востоков 90-х годов. Ну, здесь, правда, часы не просто там достанчиком, как вот там, или подводной лодкой, как часто делали, а здесь была определенная логика, потому что часы продавались на американский рынок и были посвящены буре в пустыне. Ну, то есть, вот такой вот дизайн. Конечно, дизайн не всем нравится, и тем более вокруг этих часов очень много вот этих разных там было, оно не было, перевыпуски, подделки там и так далее. Поэтому коллекционеры не всегда однозначно относятся к этим часам, но вот если как раз достается вот что-то такое редкое, раритетное именно из первого выпуска, то это как раз таки здорово, потому что это те самые часы как раз с вот такой вот интересной весьма судьбой. Здесь номер 2739, то есть прямо одни из самых-самых первых, которые производил тогда Восток. Ну и полностью стальной корпус, знаете ли, это тоже, между прочим, достаточно серьезный в данном случае плюс. Ну и само по себе, как мне кажется, вот это само изделие позднего Советского Союза для американцев это тоже что-то необычное. Да? По крайней мере, даже в недавней нашей истории похожего не было. Ну, 60 грамм у нас здесь по этой модели. Ну и давайте вернем тогда, наверное, ремешочек. Я вам покажу, как они сидят на моем запястье. Напишите, кстати, в комментариях, какие еще из исторических моделей было бы интересно показать на видео, раздобыть, попробовать, или, может быть, кто-то пришлет для видоса. Эти часы мне предложил один из подписчиков, Дмитрий, за что ему большое спасибо. Ну вот так, собственно, на натовском ремешке такая вот у нас историческая, необычная милитари модель от Востока.